Всем привет, меня зовут Анастасия, добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео я расскажу и покажу, что со мной случилось, и немного дам информации о пластической хирургии в Турции. А вообще я, конечно же, за натуральную красоту, что в нынешнее время является большой редкостью, потому что я парикмахер со стажем и проработала в салоне красоты больше 15 лет. Я варилась в этой системе, я ее знаю и в хвост, и в гриву, как говорится, и повидала, и наслыхалась, и, в общем, немало всего интересного. Поэтому маникюр-педикюр я делаю себе сама дома, и крашусь, и по возможности постригаюсь тоже сама. Но если мне нужно ровненько сзади, что было, потому что сзади я сама себе сделать не смогу, это в редких случаях, тогда я обращаюсь к парикмахеру. В Турции медицина стоит на высоком уровне, и пластическая хирургия здесь развита и популярна не только среди местного населения, но и за этой процедурой сюда ездят со всего мира. Но хочу уточнить сразу, лично я пользуюсь и больше доверяю услугам государственных клиник, так как частные клиники, система здесь совершенно не такая, как у нас. Если вы обратились в частную клинику, то вам нужно быть очень бдительными и тщательно проверять информацию. И начать нужно как минимум с лицензии, так как ее в Турции выдают не очень-то просто. А вообще, в принципе, если вам интересна эта тема пластической хирургии в Турции, то пишите мне в комментариях, я запишу более подробно. Сейчас я расскажу, что произошло со мной. Если кто не видел первую часть этого видео, в описании оставлю ссылочку, заходите и смотрите, там более подробно я рассказываю. Ой, у нас снег пошел, наконец-то и до нас дошел снег, до Измира. Крупный, какие хлопья красивые. Снег у нас был последний раз в 2020 году, больше мы его не видели. У меня есть, в общем, такая проблемка с подросткового возраста, это кожная киста ее называют. Выдавливаешь, в общем, прыщик какой-то, и это потом все капсуляризируется, и со временем, с годами начинает расти. В общем, как-то вас особо она не беспокоит, но вид у нее не очень-то красивый. Вот эти припухлости, опухлости на коже, в общем. У меня такая была за спиной, я ее тоже оперировала. Сейчас у меня на лице и на шее. Кстати, не во всех государственных больницах есть пластические хирурги. В основном это в более таких больших городских больницах. Хочу поделиться своим личным опытом и дать вам совет, когда вы выбираете себе пластического хирурга, никогда не ведитесь на его популярность, особенно сейчас это модно в Инстаграм, во всех соцсетях, и не ведитесь на его внешний вид. Хочу сказать по своему врачу, который проводил со мной эти манипуляции. Когда я ее встречала в коридоре, до того, как я пришла к ней на прием, я думала, что эта девушка работает в персонале больницы, там на кухне где-то или еще где-то, медсестра, может, какая там. Но никак я не могла подумать, что это такой выдающийся доктор с такими золотыми руками. Я от нее просто в восторге. А на вид она... девушка лет 35, прихрамывает, у нее, видимо, одна ножка короче другой и немножко такая сутулая. Но я от нее осталась в восторге. Очень хороший доктор, тактичная, очень воспитанная. Сначала, в общем, по стандартной системе в Турции 182 телефонный номер, по нему записываешься на рандеву к доктору. Это надземное метро в Измире, в котором очень часто можно встретить людей разных возрастов и пола, просящие денег. Это государственная клиника, она новая, большая, но находится она не в очень-то удачном районе Измира.
В государственных клиниках съемка на телефон запрещена, но я немножко все-таки вам сняла, пока меня отсюда не выперли. И когда я пришла к нему на прием, я пришла со своим мальчиком, со своим сыном, ему 4,5 года, и он у меня был на грудном вскармливании до 2,5 лет. И сейчас вы поймете, для чего я это говорю. Мы, в общем, пришли, на столе стояли, я в первый раз увидела, честное слово, на столе, в общем, у него стояли такие силиконовые титьки разных размеров, где побольше, где поменьше. И пока я разговаривала с доктором, мой сыночек туда, в общем, пальчиками тыкал. И я говорю, да, это, говорю, не настоящие титьки. И он мне такой, я говорю, да, это титьки не настоящие. Он, в общем, потрогал, потыкал их. И говорит, мама, они такие, говорит, как настоящие, такие мягкие, говорит. Ну, в общем, доктор меня записал на операцию в определенный день. Пока я была на приеме, я спросила у доктора, раз уж мой сын там поднял эту тему, и я говорю, сколько будет стоить операция поставить себе импланты, в общем. А она мне сказала, что иностранцы в госклиниках тоже спокойно обслуживаются, цены не выше, не ниже, чем в частных клиниках, а иной раз бывают ниже. И, в общем, поставить себе импланты в грудь – это одна из дорогих операций, она мне так объяснила. Но если, говорит, вы делаете в комплексе все, например, ну, не знаю, нос себе сделать и веки, ринопластика, или как она называется, я в этом вообще не разбираюсь, подрезать себе веко, в общем, то это будет намного дешевле, чем делать каждый раз по одному. И, кстати, такой же закон, как у стоматолога, например, можно за один раз вырвать только один зуб. И также у пластических хирургов за один раз можно сделать только 2 операции. И у меня, в общем, получилось тоже раз и 2. И, кстати, самая популярная у мужского пола пластическая операция – это пересадка волос. Эта процедура, мне объяснили, что она очень такая, не совсем таки безопасная. Если что-то пойдет не так, и доктор сделает что-то неправильно, и недостаточно у него для этого знаний, пересадка берется с затылка вперед, насаживаются волосы, в общем. И если он повредит вот эти пересадочные волосы, то это будет беда, конечно. Кстати, было в новостях, не помню с какой страны, в общем, со Швеции, что ли, не буду врать, в общем, иностранный молодой парнишка, в общем, приехал сюда, в Турцию, в какую-то частную клинику и пересадил себе таким образом волосы и бороду. И потом вот именно вот эта проблема у него случилась, пошло что-то не так, и он, в общем, не выдержал вот этого внешнего вида своего и покончил жизнь самоубийством, к сожалению. Поэтому к этому вопросу очень нужно подходить серьезно и основательно. Я, в общем, пришла к 8 часам утра, пока по документам вот эти все процедуры сделали. Я зашла, в общем, к доктору где-то в 9 часов. И, в общем, они начали с лица, и они между собой пока разговаривали, накинули мне, в общем, тряпку на лицо и оставили только вот это место. Но уж-то у меня работает, я все слышу, и помощница у врача спрашивает: слушай, говорит, а почему вот эти вот жировики, киста, в общем, кто как называет, почему, говорит, эта киста, вот, например, эту девушку постоянно выходит у нее. И доктор объяснила, что точно перевод сейчас не смогу сделать, но смысл я поняла такой, что у меня кожа внутри толстая, несмотря на то, что она белая и кажется тонкой, довольно-таки плотный слой жира. И за счет этого жира кожа, в общем, очень медленно стареет. Это я заметила, потому что моя бабушка по папе, ей было 90 лет, и ей все давали максимум 65 и 70. А умерла, кстати, моя бабушка, ей было уже 98. Ну, я как бы похожа на нее и надеюсь, что я тоже буду жить долго и останусь такой же молодой. И, в общем, мою кожу доктор похвалила. Я об этом не знала. Для меня, например, была это такой большой новостью.
И, в общем, за счет того, что у меня толстый слой жира там, как-то там, в общем, все это функционирует, и получаются вот такие потом жировики, кисты, которые нужно будет удалять. Но хочу сказать, если бы я их не трогала совсем, то я думаю, они бы у меня стояли, и было бы совсем все незаметно. Но мне ж надо подавить, мне ж надо что-то подергать, и после этого она начинает потом В общем, расти. доктор мне попался замечательный, я очень довольная. Когда придет время снимать вот эту штучку, а ее нужно снимать после 7 дней, это после 2 недель, перед тем, как я пойду снимать швы. Но почему-то на спине мне сделали рассасывающие швы, а на лице почему-то нужно снимать. Я даже не спросила, как это у нее, а пришла домой, задалась этим вопросом. Швы снимают в поликлинике, ранки обрабатывают тоже в местной поликлинике Сагла Коджак. Когда эта процедура у меня вся закончится, я обязательно вам сниму видео и покажу, что, в общем, здесь в оконцовке получилось. Если вам было интересно и полезно это видео, обязательно подпишитесь и поделитесь с друзьями.